Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Сегодня наша беседа с профессором Неумывакиным посвящена вопросам использования перекиси водорода. Иван Павлович, вот ваша книга «Перекись водорода. Мифы и реальность», вот книжечка, вышла в 2004 году, а до этого вы несколько лет печатали статьи о перекиси водорода в газете «Здоровый образ жизни». Прошло больше 10 лет, но до сих пор идут споры о том, полезная она, перекись водорода, или вредная. Люди в нашей стране получают информацию в основном из телепередач. Ваша книга, большинству их, недоступна, они ее не читали. А на телеканалах запугивают людей, внушают, что перекись водорода пить вредно, или этот вопрос вообще замалчивается. Например, ведущий программы о самом главном на канале «Россия» Агапкин, специалист по физиотерапии и лечебной физкультуре, кандидат психологических наук. Он на вопрос телезрительницы, стоит ли пить перекись водорода, на глазах изумленной публики стал показывать ее действия на примере гидроперита. Это 30% перекись водорода в виде порошка. Агапкин зачем-то смешал его с порошком анальгина и стал подогревать. Пошла бурная реакция окисления с выделением белого дыма. На этом основании ведущий сделал вывод о том, что при использовании такой смеси можно получить ожог слизистой желудка, а также слизистой ротовой полости, гортани, и при этом возможна остановка дыхания. Но он оговорился, что если пить жидкую перекись водорода низкой концентрации, то в ротовой полости она превращается в воду, и пить ее бесполезно. А ведущая программы «Жить здорово» Малышева на Первом канале много лет назад сказала, что пить перекись водорода опасно для жизни. С тех пор она о приеме перекиси водорода внутрь не говорит. Ограничивается тем, что рассказывает зрителям, что перекиси водорода мажут царапины на коленках и осветляют волосы. Показывает зрителям, как использовать перекись водорода для протирания листьев домашних растений, для освежения старого салата и для выведения пятен. Говорит, что хорошо в этих случаях действует активный кислород. Достойное занятие для доктора медицинских наук и профессора. А на каком-то другом телеканале взяли кусок мяса, стали поливать его неразбавленной перекисью водорода и показывать, как в результате этого поверхность мяса сморщивается. И одновременно говорили, что то же самое происходит со слизистой желудка при приеме перекиси водорода внутрь. Создается впечатление, что эти ведущие либо не знают, что вы рекомендуете использовать только аптечную 3% перекись водорода в жидком виде и при этом многократно ее разбавлять, либо они сознательно вводят людей в заблуждение. Иван Павлович, расскажите в популярной форме нашим зрителям, а заодно и этим телеведущим, откуда берется перекись водорода в организме человека и какие функции она выполняет. Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Зрители, простите. Да. В жизни существует такое понятие, как постулаты, законы, по которым должен жить человек. Ну, как правило, уличное движение. Но эти законы, они не спосланы свыше. А все то, что делают люди, они пытаются подменить Божий вот этот промысел искусственно создаваемой системой, которая возводит в культ, в законы, и по которым требует, чтобы мы жили. В том числе доктор Агапкин, кандидат наук. Я уж не говорю о Малышевой, которая стала профессором. Это люди, которые не только безграмотны, если бы можно было возможно лишить их ученых степени и званий, и чтобы не перестали обманывать в первую очередь вас, а на самом деле разбираться, почему же профессор Неумывакин действительно профессор. А Малышева сказала, неизвестно каких наук, я отвечаю, каких наук. Есть такое звание профессор, это авиации, космонавтики и подводного плавания. И поэтому, извините, это государственное звание. А то, которое звание имеет профессор Малышева, как рупор официальной медицины, она защищает ту честь,
ту систему, которая сегодня, но я не говорю про гниво, я не говорю о врачах, который выполняет эту систему, она уже давно изжила себя. И кроме вреда, простите, ничего не приносит. В последних публикациях я заявляю, что существует медицина болезней. Медицине нужны только больные люди, здоровые не нужны. Я, работая 30 лет в космонавтике, всю жизнь искал, как из больного сделать здоровым. Это называется медицина здоровья. И 50 лет космической эры ни один космонавт не заболел там, будучи от 1,5 до 2 лет. Это многое значит. Если вернуться к перекиси водорода, то, что вам и Агапкин, и особенно Малышева обманывают, простите, лгут, извращают элементарные вещи, которые они должны знать. Это элементарная физиология, по которым живет человек. Вот посмотрите, что происходит у нас в организме. У нас в организме есть все. И многие врачи знают, что резервная возможность организма в 8-10 раз сильнее любого повреждающего фактора, в том числе вирусы. Причем бороться против вирусов невозможно. Вирусы на самом деле это наши родственники. Они родились тогда, когда нас не было. И есть такая пансмирния теория, которая говорит, что вирусы это наши предки. А сейчас разрабатывают вакцины свинячьего, поросячьего гриппа. Да невозможно бороться против вируса. Это живое существо. Каждый вирус – это тот же маленький человек, который мелкоскоп только видно. Против кого мы боремся? Но самое оригинальное, что в организме находится система, которая там регулирует все, что подчас в организме нарушается. И сам человек является вредителем собственного здоровья. Не так кушает, не так пьет. Мы уже с вами об этом говорили. Так вот, в организме существует система, которая убивает все, что мешает человеку быть здоровым. Она называется иммунная система. Клетки эти рождаются в костном мозге, лимфатическая система, вот эти шишки, которые могут быть и на руках, и на ногах, и на шее, лимфатическая система. Это самая грязная кровь, которая собирает всю грязь, остатки продуктов переработки пищи. Они очень вредны и, самое главное, не кислые. Так вот, перекись водорода и, главное, эти клетки иммунной системы 3/4 находятся в желудочно-кишечном тракте. Когда я спрашиваю врачей, что это такое, где находится иммунная система, понятия не имеют. Они говорят иммунодепрессанты, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, все что угодно. Это все фикция, это вранье. На самом деле иммунная система 3/4 работает, не рождается, а работает в желудочно-кишечном тракте. Это так называемые лимфоциты, гистиоциты, и они в результате биохимических энергетических реакций, оказывается, образуют перекись водорода. Она образуется из молекулярного кислорода, который мы заглатываем, и воды. А зачем она нужна? Это самый мощный антиоксидант. То есть в процессе биохимических реакций происходит окисление продуктов. При окислении продуктов образуются окислы, закиси. И чем их больше, тем хуже. И при этом образуются так называемые свободные радикалы. Это агрессивные молекулы, которые не только пожирают клетки, которые уже отжившие, старые, больные, но и живые. Вот сейчас академик Скулачев, который имеет громадное ассигнование, ищет против свободных радикалов, ищет ионы так называемые Скулачева. А зачем бороться? Свободные радикалы у нас нужны. Их предотвратить нельзя. Это результат окислительно-восстановительного процесса. И свободные радикалы должны быть в определенном процентном соотношении по отношению к нормальному кислороду. Это тот же кислород. Только там у него один электрон она потеряла, и теперь хочет восстановить и отнимает от других клеток, чтобы она же человек, она хочет жить. Но электрон
потеряла в результате биохимических реакций. И она начинает восстанавливаться. И чем больше вот этих свободных радикалов, тем быстрее любое заболевание, включая онкологию. Так вот, перекись водорода убивает все, что мешает человеку. Он и называется, это, как я сказал вам, это называется система антиоксидантов, улучшает окислительно-восстановительные процессы, убивая вот эти, в том числе свободные радикалы, до той нормы, которая должна быть в организме. Официальные медики, в том числе та же профессор Малышева, она абсолютно об этом не знает. Это безграмотный человек. Если она имеет наглость, простите, называть меня шарлатаном и обливает перекисью водорода 3% мяса, которое шипит, горит, и говорит, чем занимается доктор Немуваки. Она знает мой телефон, знает меня. Если бы честно был этот человек, могли бы пригласить куда угодно. Иван Павлович, что-то вы там делаете? Я предлагал в любой клинике прийти, половина больных лечат, как они лечат, половина с предлагаемой мной методикой. Ни одна клиника не согласилась провести подобные эксперименты и показать вам. Почему? Перекись водорода, она же стоит 5 грошей. А то, что они делают, это уже выливается не в рубли, а в доллары, в евро. Какой же дурак откажется от того, чтобы брать с вас деньги при милой, хорошей, фактически мине, и говорит, вот мы вам делаем все, что только можем, но вылечить вас не можем. Немувакин берет перекись, 5-грошевую, начинает лечить, и человек выздоравливает. Кому это понравится? А там за это стоит система, о которой я вам давно говорил. Что такое перекись водорода? Повторяю, она, клетка иммунной системы из молекулярного кислорода и воды делает О3. Это перекись водорода. И когда она нужна, она разлагается на атомарный кислород, вот этот О3, и воду. И это все в этом сложнейшем организме самостоятельно разрабатывает собственную антиоксидантную систему. Ничего не надо придумывать. Но он должен работать, это желудочно-кишечный тракт, чистенькая, нормальная система. Знать, когда кушать, что кушать, как пить. Мы об этом с вами говорили. Так вот, вернемся к перекиси водорода. В своей книге я пишу, что это было давно, в 2000-х годах, что перекись водорода брать стакан воды, 10-15 капель, от 1 капель до 10, потом 10 капель на 1 стакан 3 раза в день. Но это было 10-15 лет назад. Сегодня я беру стакан воды. Воды вы должны пить не меньше 1,5 литра, чистой воды. И та же Малышева, это безграмотный человек, который рекомендует, например, кофе пить. 3-4 стакана в день прикладывать. Ну, мы это уже в предыдущей беседе. Мы об этом говорили. Нельзя этого делать. Он не только закисляет. Вы выпили стакан, а из вас 1,5 стакана вышло, потеряли жидкость, и вы обезвожены. Так вот, нужно брать чистую воду, и в каждый выпиваемый стакан вы капаете по 10-15 капель. Вы выпили 10 стаканов, не 10 или 3 раза по 10-30, а 100-150 капель, и больному человеку это как воздух не хватает для того, чтобы эта перекись в организме проводила то, для чего природой уже заложено в организм. Но у больного человека, а вы для меня после 20-30 лет, практически желудочно-кишечный тракт, как канализационная система, вот которая грязь там собирает, она у вас уже не работает. Она уже требует очистки. Но никто вас не чистит. Медицина вас там не заинтересована. Это я нашел, что вас нужно после 20-30 лет хоть один раз за 3 недели очищать желудочно-кишечный тракт. Так вот, все дело в том, что перекись очищает. Она способствует то, что там у вас задержалось, переокислить, разрушить и вывести.
и уничтожит все, что мешает человеку нормально жить. Таким образом, вы перекись водорода берете на стакан от 10 до 15, но натощак, запомните, если у вас там пища содержалась, она же шипит. Поэтому это все нужно пить натощак до еды, минимум за 10-15 минут, а после еды вообще вы никогда не должны потреблять воду, не мешать переработке пищеварительных сотов. Минимум час-полтора мяса и 2 часа после еды. Прополоскать рот, пожалуйста. Иван Павлович, значит, вот мы за один раз мы начинаем сразу с 10 капель, или мы начинаем с одной капли? Нет, 5 капель. Там 5 посмотри, на какой голодный желудок. Если у вас дискомфорта нет, в чем? Вздутие там где-нибудь, что-то поколет, все прочее. 5 капель, потом 6, 10, 10, 15 капель. У меня есть люди, я, например, я вообще не капаю, я вот так наливаю и выпиваю. Но это нужно уже... Это надо осторожно, Иван Павлович. Осторожно. Лучше постепенно, не надо торопиться. Она все равно работает. Все равно, но только свежая. Через 10-15 минут перекиси нет. Вот она под влиянием атомарного кислорода, она молекулярна. Она разлагается, ее нет. То есть сразу накапали и сразу выпили. Накапали, сразу выпили. Если вы оставили, и тем более открытую вот такую, не такую, вот такая есть, которая в темных бутылках, если вы оставили, через 20-30 минут там перекиси нет, там вода. Поэтому взяли, быстро закрыли. Лучше вот такая, которая капает через вот эту капельницу. Удобно капать, да. Понятно? Да, понятно. А теперь смотрите. Я уже не говорю, что врачи, никто им не разрешит вводить внутривенно. И не надо. Это же, получается, я преступник. Но Ситников, один из ведущих кардиологов старейшей страны, Выжевский, он берет вот такую систему. Это для переливания крови. В аптеке она стоит 5 рублей. Вы берете вот эту систему, берете вот такой физраствор, в аптеке тоже есть, берете шприц 10-граммовый, вот отсюда, или той, которая с пробочкой такой, набираете 5 кубиков 3% перекиси. Вот тут пробочка есть, вы этим 10-граммовым шприцом протыкаете резину и туда вводите вот эти 5 кубиков от 5 до 8. Первый день 5, потом 6, до 8 кубиков, больше не надо. Вот сюда физраствор. А потом берете вот эту систему для переливания крови, открываете вот этой вот штукой, которая закрывается, и вот эта игла пластмассовая, вы протыкаете эту резиновую пробку, и система у вас готова для того, чтобы переливать внутри венно или внутри артериально. Но, повторяю, вам никто это не разрешит. Тогда мы с Людмилой Степановной подумали, а что ж бедному Ивану или Марии делать? Мы берем вот эту систему, которая вот уже подсоединена. Вот смотрите, на системе тут есть резиночка. Вот так вот, да. Да, мы вот эту пластмассу убираем, иглу убираем, а эта резиночка мы смазываем вазелинчиком, делаем микроклизму, берем грушу, 50-100 грамм прохладной воды в прямую кишку, потихоньку вливаем и сразу очищаем, там труба 8-10 сантиметров. Когда все освободили, ложитесь на бок. Да. Теперь вот смотрите. Вот это вот так вот должно быть перевернуто. Да, вот так вы на чем вы привязываете. Да. И теперь смотрите, вот такая штука, вот вода капает. Но вы сделаете так, чтобы вот здесь вот было, вот тут, в этой канюле, чтобы здесь было 60 капель в минуту. 60 капель. Вот она капает, 60 капель. И вы отрегулируете вот этим колесиком. 60 капель. То есть это видно, прямо вот здесь как она капает. капает. Да, вот здесь. Она капель Верхняя часть называется. капает, да. И вот эту штуку втыкаете в прямую кишку поглубже. И вот это за 20-30 минут вводит прямую кишку. Но у вас там есть женские, мужские проблемы. У вас там начинаются проблемы с ногами. Ведь вот эта часть тела важнее, чем голова. Что такое голова? Это колпак. Иногда он мешает жить.
А вот эта система, там ведь начинается жизнь и кончается жизнь. Там атомный реактор находится. И вы вводите вот эту жидкость вместе с перекисью водорода, это все равно, что внутривенно. Можете каждый день, можете через день. У вас голова болит, у вас где-то проблемы с кишечником, у вас проблемы с женскими, мужскими делами. Лечит. Но теперь вот Александр Васильевич, он мне сделал упрек, что я иногда не говорю то, что я делаю. Ну вот, например, вы можете взять перекись водорода, четверть стакана, туда вы можете взять чайную ложку 3% перекиси, и женщины знают, как сделать спрацевание. Они знают. Так вот, вот недавно ко мне один из родственников обратился, и у него жена после родов уже больше полугода, у нее нарушение менструального цикла. Ходит к врачам или через полмесяца, или через полтора-два, то есть нарушение гормонального цикла. Это опасно, потому что все должно работать по закону природы. Она сделала всего-навсего 2 вот таких спрацевания, и все восстановилось. Перекись водорода уничтожает, а это открытая часть тела, так же как это, у нас 2 только места. Вот то, на чем мы сидим, или сзади через кишечник, или спереди, или вот здесь открытая система. Там немножко кислая должна быть среда, чуть-чуть. Но перекись водорода восстанавливает, убивает любых паразитов, микробов и восстанавливает нормальную микрофлору. И женщина проблема-то исчезает. И у вас, если у кого-то где-то возникли проблемы, вы периодически используете перекись водорода. Повторяю, четверть стакана и чайная ложечка. Если будет щипать, можно чуть-чуть поменьше. Ну, на четверть стакана возьмите 15-20 капель перекиси. Если там нормально будет, там иногда пощипывает там. Это нормально. Иван Павлович, это всего без 15-20 секунд. Это без использования, это отдельно спринцовка надо. Да, это отдельно Да, от этого. Отдельно от этого, да, чтобы люди понимали, что мы сначала об одном говорили, Конечно. а потом то, что привычное, просто можно сделать обычной спринцовкой. Конечно, и не ходить никуда ни к акушерам, ни к гинекологам. Даже вопрос в отношении идет в отношении опухоли. Один из способов и методов лечения. Перекись водорода. То, что она нам Богом, то, что нам Всевышним дала, это система внутреннего организма, защита нас от всего зловредного, что нам мешает жить. Если перекиси водорода у нас не было, ни Малышева, ни Агапкиной, который каждый день там играет на грани фола, иногда они говорят неплохие вещи. Но когда иногда я слышу, мне страшно становится, как вас дурят, обманывают, зачищают ту часть мундира, который сегодня уже потерял вот тот физиологический смысл, который и должен быть знать каждый человек, учить, как быть здоровым. А этому никто не учит. Иван Павлович, а вот какой температуры вода должна быть для спринцевания? Наверное, ну, температура тела. Вот, температура тела. Да, тепленькая. Не комнатная, а повыше все-таки, да? Да, ну где-то 36-37, обычно такая температура. А вот когда мы пользуемся для ввода в прямую кишку, она какой должна быть? То же самое. То же самое, да? Да. Почему? Если будет прохладненькое вот это, то организм, он должен всегда, даже если вы, например, холодную воду пьете, это очень плохо. Да. Если вы пьете горячую воду, еще хуже. Организм должен фактически вот эту температуру, которую он там должен превратить 36 градусов. Согреть ее, затратить энергию. На это тратится очень много энергии. Да. И что вы делаете? Некоторые просто, я только кипяток, я только горячую. Любая собака этого не делает. Она лапает, посмотрит и ждет, когда она остынет. Или холодная. Но если делать нечего, ничего больше нет, там снег только, а ей нужно пить. Вот и то она возьмет и во рту так умится, поучиться надо. Она как будто не глотает, а им только потом глотает. А человек же, я уже не говорю о его уме, он делает все, чтобы только испортить все, что там в машине у нас делается, а потом вы ходите бегаете по врачам. Вот таким, как Агапкин, как профессор Малышева. Все.
как к ним попали, считайте начало вашего конца. Им нужны не вы, здоровый человек, им нужен больной человек. Вот ответ на то, что вы прочитали в самом начале, поэтому мне просто, учитывая, что я прожил такую жизнь, что все время искал элементарные способы, как оздоровить людей. И когда я все это знаю, все рассказываю, но это никому не нравится, потому что той системе, которая на вас наживается и вас превращает в разменную монету, и им нужны только для того, чтобы обогатить эту систему за счет продажи вам лекарств, которых я уже не верю 30-40 лет. Иван Павлович, вот значит мы один способ применения ректальный уже рассмотрели, да? Да. Но самый простой, наверное, это в виде капель, да? Вот Да. мы что должны сделать, чтобы капать перекись водорода в нос? Мы должны что сделать? Взять вот у вас написано, на столовую ложку кипяченой воды, добавить 15... Нет. Я обычно беру четверть стакана воды, туда 10-15, максимум 20 капель перекиси. Я беру шприц, 1-2-граммовый, я набираю 1-2 кубика, зажал одну ноздрю, убрал, конечно, иглу, я беру этот шприц и вот так надавливаю туда, и в это время втягиваю жидкость в себя. Что происходит? Эта половинка носа очищается, потому что там очень много разных вредителей. Перекись водорода все прочищает, убирает. У вас фронтит, у вас гайморит, ухо, горло, нос долбают, там все прочее. Не ходите к мне больше. Вы в одну вот сюда, вот так вот ввели, набираете опять шприцом, поворачиваете, это закрываете вот в эту ноздрю, и через 10-15 в это время вот здесь как 1000 иголки будут. Кислород через решетчатую пазуху сразу попадает в мозги. Это атомарный кислород. У вас не у вас, а у кого больных, рассеянный склероз, Паркинсон, все прочее. Мозги начинают нормально работать. Но при 1,5-2 литра воды. Потом вы берете и через 2-3 минуты опять все повторяете, втягиваете, и из вас начинает бежать вот здесь водичка. Только сморкаться не надо. Спокойно выдули. И из вас начинает, особенно если гаймориты, фронтиты, прям комки грязи, вот это слизи, это гноя. И вы промываете, если эти процессы есть, 2-3 раза в день. А так вот грипп, говорят, свинячий, поросячий там идет, да вам плевать на них, на этот, то, что вас пугает. Вы утром и вечером, вы же утром идете к народу, а там все дышат. Ну да, и в транспорте да. Очень тесно, да. Кругом будут грипп, если, а у вас его не будет. Перекись водорода подготовила, что она там через 10-15 минут перестала работать, но зато активируются нормальные клетки. У нас там волосики есть такие, это тоже задержит пыль, грязь, все прочее. Они от этого перекиси встряхиваются, они уже бойцы. Им уже ничего не страшно. Я повторяю, кругом будет грипп, у вас не будет. У меня было в практике, у меня очень много было подчиненных. Как только где-то осенние, весенние эти дела, они заходят и на работу не приступают без того, чтобы не сделать эти процедуры. А рядом там отдел хи-хи-хи. Иван Павлович опять что-то мудрит. Ни одного гриппа у моих сотрудников не было, а там валяются по 2-3 недели. И вам это надо? Не надо. Вот вам оружие в руки. И не надо никаких вакцин, ничего абсолютно. Перекись водорода на четверть стакана воды, 10-15 капель, 20. Потом остается вода. Ну жалко же, я беру эту воду, выпиваю. Это не потому, что я жадный, это добро, которое выливает, потому что через 10-15 минут перекиси уже не будет. Что ж он пропадает? Тогда пусть работает так. Иван Павлович, ведь у нас как? Мы пока в транспорте едем, руками подержались, там, задом дверные ручки, потом к лицу, и вот это вот самые микробы, или вирусы, вот они таким образом попадают вот как раз в носоглотку, а это то самое место, в котором
организм не может повышать температуру. Да, конечно. И там они все прекрасно развиваются. Да. Вот это. А когда мы начинаем капать, да, вот так обрабатывать себя, когда мы проехали в транспорте, закапали, потом вечером мы вернулись домой, конечно. закапали, Да. вот это будет как раз профилактика заболевания гриппом, и можно не делать никакой вакцины. Абсолютно. И причем происходит, я повторяю, с помощью этого перекиси убивается все, что нам мешает жить. А те системы, которые у нас на страже, вот эта иммунная система, как я вам сказал, она активируется. И она предупреждает те возможные последствия, которые у людей есть. Вот эти одевают маски. Ну, мне смешно просто. Едет она в автобусе, в метро, одевает маску. Полчаса, часа, ее нужно уже стирать, и она уже грязная, без предела. Она собирает все, что надо. Она целый день ездит с это, показывает, что она умная. А чего пользуется тем, что в аптеке вам продают эти маски? Деньги. Она стоит копейки, продают 5-10 рублей. Чего? Перекись водорода. Она стоит 5 рублей, вот этот пузырек вам хватает на месяцы, утром и вечером промывать вашу носоглотку. Иван Павлович, а вот еще написано у вас в книжке, что можно капать в уши еще в каких-то... Да, это само собой. Вот это же, Да. если вы глуховатые, особенно в возрасте, то вы этот шприцом вы берете, смотрите, что делается. Вот этой рукой берете левое ухо вверх и чуть-чуть назад, дырка там, она вот так изогнута, вы туда втыкаете шприц и туда... но не иголку, без иголки. Да, в слуховой проход. Да. Нажимаете, воздух оттуда, а жидкость туда. Вот смотрите, вот этот козелок называется. Вы вот так помассировали полминуты, минуты, туда еще больше вогнали, она часть выбежит, ничего страшного. Потом этой рукой берете вверх и чуть назад, дырка там, она становится более прямой, опять шприц туда, воздух оттуда, этот туда, и перекись водорода. Иногда перекись водорода врачи даже почти берут 3%. Но я обычно это не делаю. Ну, в домашних условиях не надо. Да, в домашних условиях. Но Не можно, например, чайная ложка перекиси или столовая ложка перекиси, столовая ложка воды. Зачем? Там есть серная пробка. Там образуется специально. Вот такую 1,5% вы туда можете вливать, она шипит, она серную пробку там разъедает, и вы спичечку, ваточкой туда, и осторожно туда начинаете выковыривать. И там желтая такая штука. Это серная пробка. Иногда сама по себе серная пробка затыкает барабанную перепонку, выходит человек. К нам иногда приходили больные абсолютно глухие. Серная пробка. Мы вытаскивали буквально вот как свечка. Она подвиг такой. И вот эту перекись водорода можно вытащить, освобождая барабанную перепонку. Она воспринимает звук, вот так колеблется. Там стремечко молоточек, уже потом рефлексом идет, восстанавливается, не воспринимает этот звук. Так вот у пожилых людей, у которых серы много, им никто не говорит, как прочищать, они становятся глухими. Перекись водорода делает снова их нормальными. Иван Павлович, и опять температура какой должна быть? Ну, тепленькая. Тепленькая, тепленькая.